All these fucking trackers, blue schwarz, boys, the little hoes. Всем привет! Это новый скетч в стиле Tech House и не очень свойственным для меня, но тем не менее решил попробовать себя в этом жанре и вдохновился я вот этим треком, совместным треком Soul, Rec и Quartero, называется Feeling Back. Давайте послушаем вообще, как он звучит. Вот такой кусочек, чтобы нас YouTube не поругал за авторское право. Вот, ну и, собственно, это не деконструкция этого трека, это просто такой мой вариант тек-хауса. Я и позаимствовал из этого трека только структуру баса, тональность самого трека, ну и кое-что из ударных, из ритм секции. Давайте посмотрим, что получилось у меня. И начнем, как обычно, с драм секции. Вот так она звучит отдельно. Вот, ну и поехали по ее составляющим. Значит, это бочка. В целом обычная хаусовая бочка, ничего примечательного, поэтому двигаемся дальше. И здесь у нас группа клэпов, в которой расположились 4 сэмпла, 2 из которых основные. Это 2 клэпа работающие одновременно. И 2 снейра, которые, собственно, образуют грув на этом канале. Так называемые drum fills. Здесь на этом канале есть, конечно же, эквалайзеры, подрезающие низкие частоты. Есть на снейрах, в частности на этом снейре с большим хвостом, есть также и ревербератор, который дает объем. Ну и в самой цепочке также есть эквалайзер, есть глю-компрессор, который склеивает все эти сэмплы из драм-река воедино, скажем так. И все это завершается общим таким ревербератором с коротким хвостом. Вот такой вот драм-рек получился. Двигаемся дальше. На очереди хэты. Здесь я разбил их потреково на каждую дорожку. Есть открытые, закрытые. Есть вот такой хэт с глич-эффектом. Так он звучит без обработки, а вот так он звучит со включенным эффектом. А за гличи здесь отвечает вот такой эффект трек, в котором присутствуют 2 бит репита, frequency shifter, еще один frequency shifter
И здесь, в общем, можно все это изменять, их параметры. Дальше есть дорожка с закрытым хэтом, который, в общем-то, выполняет роль шейкеров. И здесь тоже есть автоматизированный эффект. Это фейзер обычный. Ableton Phaser, который, собственно, этот самый эффект фейзер и производит в определенном моменте. Дальше есть вот такой хай-хет, который без обработки звучит вот так, с металлическим оттенком, назовем это. И я добавил вокодер и пресет, стандартный пресет Ableton формат -5. И у нас получился такой грязноватый лоу-фай хай-хет. Дальше переходим к группе перкуссий. Здесь тоже довольно все просто. Я взял какой-то луп, повырезал из него ненужные части. Здесь такой вокальный хук находится. В целом, вся перкуссия такая довольно грязная по звучанию. И вот такой есть звук. Дальше переходим к басу. Группа басов. Группа баса состоит из двух инструментов. Это основной. Здесь оператор. И на нем висит эквалайзер с очень экстремальными значениями в нижней середине. Вот в частности мы видим 485 Гц. Отключив его, мы получим более глубокий такой диповый звук. А этот эквалайзер нам дает здесь остроту звука на вот средних, низких, средних частотах. Ну и здесь завершает цепочку сатуратор, который делает этот звук грязнее немножко. И второй бас здесь это саб-бас, который в точности повторяет структуру основного. И вместе они звучат вот так. Вместе они звучат довольно жирно и панчово. Дальше идем к инструментам. Их здесь всего два. И я взял для примера просто какой-то, опять же, звук из моих библиотек, сэмплов. Тоже вырезал какой-то кусочек. И есть еще вот такой луп, где я тоже вырезал лишнее все, снизил питч до -8 и получился такой диповый аккорд. Ну, а завершает этот проект группа эффектов. Ну, здесь их практически нет. Один есть вот такой эффект с
с автопеном, который тут функцию гейта выполняет. И вот такой вот тоже глитчевый, рваный вокальный сэмпл. All these contractors make sure I spoils the love hole too. А вот, собственно, и все. И предлагаю послушать то, что у меня получилось. Вот в виде такого наброска. All these contractors make sure I spoils the love hole too. All these contractors make sure. Ну что, на этом все. Спасибо за просмотр. Пишите, как вам вообще такой формат. Опять же, повторюсь, не свойствен для меня Tech House, но решил немножко расширить свои границы и попробовать себя сделать что-то подобное. Вот, пишите, как вам, и до скорого, всем пока.